Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю пирог или торт, даже не знаю, как к нему правильно обратиться, который очень популярен в Германии. Называется он «Укус пчелы». Вот так он переводится с немецкого. Почему пирог или торт? Поскольку в основе этого пирога или торта, хотя я все-таки склонна его называть тортом, непривычное нам бисквитное тесто, а либо дрожжевое, либо тесто на разрыхлитель, такое, которое мы обычно заводим для пирогов. Но прослаивается торт кремом и украшается как торт. В результате получается очень вкусно. Давайте приготовим. Для теста нам понадобится 350 грамм муки, 70 грамм сливочного масла, 1 куриное яйцо, 50 грамм меда, 150 миллилитров молока, 6 грамм моментальных или инстантных дрожжей и треть чайной ложки соли. В отдельную миску перекладываем мед, сливочное масло и нагреваем до однородного состояния. Вливаем теплое молоко, сюда же добавляем разболтанное яйцо. Конечно же, масса не должна быть очень горячей, чтобы яйцо не сварилось. И даем остыть до теплого состояния. Муку просеиваем. Пару столовых ложек муки откладываем. Эта мука понадобится на подпыл рабочего стола при замесе теста. К остальной муке добавляем моментальные или инстантные дрожжи. Напомню, что эти дрожжи не требуют предварительной активации, их не нужно разводить в воде, они всыпаются прямо в муку. Всыпаем соль и все хорошо размешиваем. Вливаем смесь меда, масла и молока. К этому моменту медовая смесь должна быть теплой, не горячей. И замешиваем тесто. Я, как всегда, буду замешивать тесто руками, но при желании и наличии должной техники вы всегда можете доверить замес технике – хлебопечке, кухонному комбайну на ваше усмотрение. Подпыляем рабочий стол мукой, выкладываем тесто и хорошо его вымешиваем до гладкого однородного состояния. В процессе работы периодически подпыляем рабочий стол мукой, для того, чтобы тесто не прилипало и с ним было удобно работать. Вот такое мягкое живое тесто у меня получилось в результате. Тесто округляем. Миску слегка смазываем растительным маслом. Кладем тесто и оставляем примерно на час-полтора. Тесто должно удвоиться в объеме. Для покрытия пирога нам понадобится 80 грамм меда, 80 грамм сливочного масла, 30 грамм сахара, 100 грамм рубленого миндаля и пол чайной ложки ванильного экстракта. В кастрюлю кладем мед, сливочное масло, сахар, ставим на плиту и аккуратно прогреваем до однородности. Сливочное масло должно растопиться, мед растаять. Доводим до кипения и поварим буквально пару минут. В горячую медовую массу всыпаем рубленый миндаль, вливаем ванильный экстракт, размешиваем и даем остыть до комнатной температуры. Выпекать пирог я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта смазала сливочным маслом и просыпала мукой. Лишнюю муку стряхиваем. Подошедшее тесто выкладываем на рабочий стол и хорошо обминаем. Это нужно для того, чтобы избавиться от крупных пузырей воздуха, чтобы структура нашего пирога была такой ажурной, мелкопористой. Тесто округляем, а затем раскатываем в толстую однородную по толщине лепешку. Выкладываем в форму и подравниваем по размеру дна. Сверху равномерно раскладываем подготовленную ранее заливку из меда, сливочного масла, миндальных орехов.
К этому моменту заливка должна быть комнатной температуры. Пирог накрываем и даем подойти во второй раз. Оставляем примерно минут на 30-40. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке до готовности. Печется пирог примерно 40-50 минут. Готовность определяем деревянной палочкой. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный пирог прямо в форме ставим на решетку и даем остыть до теплого. А затем аккуратно отделяем и снимаем форму. Оставляем пирог на решетке полностью остыть до комнатной температуры. Для крема нам понадобится 250 мл 10% сливок. Как вариант можно взять молоко. 150 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. 2 куриных яйца. 60 грамм сахара. 30 грамм муки. Пакетик ванильного сахара, вес пакетика 8 грамм и буквально щепотка соли. Смешиваем муку и сахар. Куриные яйца слегка взбиваем. Всыпаем смесь муки и сахара и размешиваем до однородного состояния. В 10% сливки всыпаем ванильный сахар, щепотку соли и нагреваем до очень горячего, практически до кипения. Тонкой струйкой при постоянном размешивании вливаем яичную массу. Вливаем примерно половину молока. Затем яичную массу переливаем обратно в кастрюльку с горячим молоком. Ставим на плиту. И на быстром огне при постоянном помешивании варим до загустения. Густеет довольно быстро, обычно на это требуется 3-5 минут. Загустевший крем снимаем с огня и сразу же переливаем в отдельную миску. Накрываем, пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не образовывался конденсат. И даем полностью остыть до комнатной температуры. Когда пирог полностью остынет, его можно будет разрезать. Пирог высокий, поэтому его можно разрезать пополам, а можно разрезать на 3 коржа. Не обращайте внимания на то, что орешки сейчас отваливаются, они пока еще твердые. Их всегда можно вот таким образом вернуть на место, просто приклеить. После того, как готовый пирог постоит, они станут мягкими, и пирог можно будет совершенно спокойно резать. Когда заварная масса остынет до комнатной температуры, мы продолжим приготовление крема. Достаем из холодильника сливки. Для того, чтобы сливки легко и охотно взбились, они должны быть не только жирными, но и очень холодными. Поэтому до того момента, когда мы начнем работать со сливками, они обязательно должны быть в холодильнике. Очень желательно охладить и емкость, в которой вы будете взбивать сливки, а также лопасти венчика. Взбиваем сливки до устойчивого состояния. Добавляем заварной крем и размешиваем. В результате получается вот такой красивый и легкий сливочный крем. Нижний корж выкладываем на сервировочную тарелку. Смазываем кремом. Крема много, поэтому если вы разрезали пирог на 3 коржа, этого количества крема вполне хватит. Разравниваем. Сверху выкладываем вторую половину нашего пирога. После сборки пирогу нужно дать постоять некоторое время, чтобы стабилизировался и загустел крем, пропитались коржи, орешки сверху на пироге станут мягкими, и пирог можно будет легко разрезать. Итак, наш пирог или торт «Укус пчелы» готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.